Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив Olympus 9 мм f8 Fisheye. Была небольшая пауза у меня сейчас в роликах, но не беспокойтесь, я еще пока не помер, все более-менее в порядке, просто устроил себе небольшой отпуск, потому что сейчас такая жарища, работать особо у компьютера не получается, затруднительно, потому что и к креслу прилипаешь, потеешь, и вообще душно и неприятно, и комп сам по себе надрывается из-за того, что жарко, ему тяжко охлаждаться. Ну, в общем, что я объясняю, банальные, логичные, всем понятные вещи. В общем, сейчас чуть попрохладнее стало после дождичка, и я решил ролик таки записать. И вот как раз прошлым летом я вам рассказывал про достаточно интересный и, в общем-то, даже в каком-то смысле уникальный объектив от Olympus. Это был 15 мм f8 Body Cap. Смешной немного объектив, шуточный, но при этом, вот при том, что у него такие как бы немножко характеристики странные, и сам по себе он не вызывает какого-то, наверное, восторга, когда его описываешь просто словами. Но при этом ты, когда снимаешь, все в полном порядке, у меня как бы к нему претензий больших никаких нет. То есть ты за что заплатил, то и получил. Это прикольное, маленькое, веселое стекло, с которым просто забавно иногда поиграться. Ну и несмотря на его размеры и вообще самую такую примитивную, простейшую оптическую схему, он оказался вполне себе хорош. Но особенно он хорош, если вы соскучились по такой лайтовенькой ломографии и по стрит-фотографии на эквивалент 30 мм. И в моем случае это 2 попадания из 2 выстрелов, так что тут все прекрасно. Думаю, из моих дифирамбов вот этих вы уже поняли, что объектив мне тот понравился. Вот тут можете по ссылке посмотреть ролик, если еще не видели. И давайте уже про сегодняшнего героя поговорим. Тут уже фокусное расстояние не 15 мм, а 9 мм, что в эквиваленте умножаем на 2 будет как 18 мм на том же полном кадре. Ну и угол, естественно, значительно шире, и оптическая схема из-за этого, скорее всего, несколько сложнее. Вот прямо фишаем с ярко выраженными вот этими вот искажениями я бы его, пожалуй, не назвал бы. Язык бы у меня не повернулся называть его прям фишаем, как это написано на нем, тем не менее. Но это такой уверенный, широкоугольный объектив. И что интересно, опять же, качество картинки с него меня по-хорошему удивило. Ну, давайте, в общем, по порядку. Начнем сначала с внешних его каких-то характеристик, с описания того, как он управляется и как он, в общем-то, выглядит. Это такой же маленький объектив, как и 15 мм f8 Body Cap, на который я уже делал обзор ранее. Также, как видите, он лишь чуть крупнее заглушки для камеры, поэтому бодикэпами их и прозвали, в общем-то. И его простая конструкция тоже практически идентична. Надевается на любую камеру и нет никакого электронного взаимодействия, как видите. Диафрагма здесь только одна, f8, но можно управлять фокусировкой вручную с помощью рычажка. В этом положении объектив закрыт. Чуть-чуть сдвигаем. Как видите, здесь нарисован значок бесконечность, значит он, соответственно, на Infinity у вас фокусируется, что очень удобно, когда ты снимаешь, например, какой-нибудь пейзаж, потому что что-то вдалеке там что было. Вот. Если что-то ближе, и тебе нужно именно гиперфокальное расстояние, то ты переключаешься вот сюда. Это примерно делает все в резкости, начиная от метра. Если ты хочешь сфокусироваться уже ближе, от там метра и до 20 сантиметров, то ты вот здесь можешь более тонко в этой плоскости его настраивать. Но на самом деле там очень сложно промахнуться, потому что все-таки это фишай, и здесь и так практически всегда все в резкости. Ну, единственное, что да. Ну и правда, если ты очень близко начинаешь уже фокусироваться, у меня там будут сейчас еще примеры таких снимков, то лучше все же тонко настроить. По камере это все равно видно, чтобы было все порезче. Для меня довольно-таки непривычен настолько широкий угол, как имеется у этого
объектива, но и для стрит-фотографии в особенности, я бы так сказал. Потому что я привык снимать стрит-фоточки на какие-нибудь эквиваленты, или просто не эквиваленты 24 мм и 28 мм. И эти объективы, они все-таки довольно уже широкие, заставляют подойти тебя к объекту съемки поближе, желательно вообще в упор, чтобы более-менее нормально все получилось. Тут же появляются определенные трудности у тебя и с композицией, и с тем, как бы не захватить чего-то лишнего. Здесь же у нас не то, что 28 мм, который многими уже считается достаточно широким, а целых 18 мм, что вообще пиздец как широко. Из-за этой вот широты у вас могут возникнуть проблемы с кадрированием, и огромный, конечно же, появляется шанс захватить в кадр слишком уж много лишних каких-то деталей, которые нахер не нужны. И при съемке людей, опять же, из-за того, что угол широкий, придется тебе подойти не просто близко, а прямо-таки уже камерой прям в рожу ему тыкать, когда фотографируешь, чтобы более-менее как-то что-то получилось. С другой стороны, очень широкий угол, опять же, позволяет тебе захватить очень много всего в кадр, если тебе это по-настоящему необходимо. По сути, это как две стороны одной медали. Если тебе чего-то не надо захватывать, у тебя он обязательно это затянет в кадр. Если тебе что-то нужно, с другой стороны, да, он тебе как раз поможет как можно больше всего в кадре получить. Ну и также вот такой сверхширокий угол, он позволяет придать сцене, которую ты снимаешь, драматизма, экспрессии. Если же снимаешь на этот объектив что-то вот в упор, то бросается в глаза большая разница между ним и 15 мм, потому что наш сегодняшний герой 9 мм, гораздо резче, чем 15 мм по полю кадра имеется в виду, потому что у пятнашки был только центр очень резким, а остальное уже такое прям сразу становилось говнистым, только чуть-чуть от центра отойдешь. Да, здесь, конечно же, углы слабее, чем центр, это абсолютно бесспорно, но не сильно, то есть они здесь только чуть-чуть слабее. Центр вообще абсолютно прекрасен в плане резкости. Так что можно смело на этот объектив снимать что-то с очень близкого расстояния, с такой необычной перспективы. И я думаю, вы уже тоже заметили, что вот на снимках, которые я сейчас показывал, очень мало хроматических аберраций. Ну, они, естественно, есть, но их, по правде сказать, неожиданно мало для такого объектива. Хроматических аберраций, именно вот как минимум фиолетовой, да, каймы какой-нибудь здесь значительно меньше она проявляется, чем у того же 14 мм f2.5 Panasonic, который я также обозревал. Обзорчик вот тут тоже можно будет глянуть. Дисторсия здесь тоже каким-то чудом почти что отсутствует, и, можно сказать, исправлена. Ну, понятно, что она есть, но от объектива, у которого написано в названии фиша, я ждал уж совсем каких-то крученных краев, а то и вообще скругленного немного кадра. Так что можно какую-то архитектуру даже поснимать, можно с экстремальных ракурсов или интерьеры, например, какие-то снять, если, конечно, освещение позволяет. Главное на этот объектив не делать снимков в контровом свете, потому что у вас, если солнце в кадр попадает, оно часто может попасть, потому что объектив очень широкий,
то это вообще жопа, потому что блики, он вообще никак не способен с ними справиться, они монструозные. Ну, к слову сказать, опять же, не самые херовые блики, которые я видел на свете, но они достаточно уродливые. Ну и не забываем, что светосила здесь только одна, f8, так что в темноте вас будут ждать смазы чудовищные, даже на стабилизированных камерах. Ну, f8 это прям очень темно. Так что понимайте, опять же, да, что объектив сделан для фана в яркий солнечный день. 9 мм f8 это еще одно веселое стекло-заглушка от Олимпуса. Несмотря на то, как оно, в общем-то, смехотворно выглядит и, может быть, воспринимается как игрушечная какая-то ерундовина, тем не менее оно удивляет качеством изображения. Объектив действительно позволяет взглянуть на привычные вещи с необычного ракурса, под нестандартным каким-то углом, и при этом, если вам хочется легкой такой ломографичности у картинки, каких-то дефектов, какой-то, может быть, мягкости местами, этот объектив позволяет этого добиться, но это вот такая умеренная ломография, потому что здесь, ну, не абсолютное дерьмище, которое можно было бы при этом слове ожидать от картинки. Нет, здесь вполне себе приемлемое качество, нормальное. Но стоит оговориться, что объектив хоть и фановый, но уже не настолько дешевый, как 15 мм f8, поэтому тут уже можно призадуматься. Так что, если вам необходим все-таки такой сверхширокий угол и обладаете все же никаким бюджетом небольшим, то можно обратить свое внимание, например, на Samyang 7,5 мм, на f3.5. Довольно неплохое мануальное стекло, качество картинки там гораздо лучше. Но если финансы позволяют, то можно и более дорогое взять стекло, например, тоже мануальное от Laowa, f2 там только будет, ну тоже 7,5, только f2. Ну а если вы нефтяной магнат, не знаю, там никелевый магнат или просто какой-нибудь чиновник хотя бы, у вас дохренища денег, то вы можете даже купить себе от Olympus 8 мм f1.8, охрененнейший фишай, он прям таки божественный по качеству. Если вот именно требуется такое фокусное, широкое, с высокой при этом светосилой, про качество, то да, тут выбор очевиден. Ну что ж, я надеюсь, вам обзор мой понравился, был полезен, может быть, кому-то захочется попробовать этот объектив. Я, в принципе, могу его рекомендовать. С ним весело снимать, он забавный. Так что, ребята, не забываем, подписываемся на канал, ставим лайки. И также, если у вас, опять же, финансы как-то позволяют, да, подпишитесь на мой Boosty, потому что я максимально нищенствую в данный момент и претерпеваю. Если поможете, то канал выживет, да и я думаю, что не загнусь. Все, всем спасибо, до новых встреч, пока.